Друзья, всем привет! Мы находимся в центре города. Будет у нас сегодня небольшая прогулочка по городу и в частности по рынку. Ну, начнем мы отсюда. Вот это у нас бар «Шоколад» с крутым бильярдом внутри. Бывшая химчистка новая здесь когда-то была. Вот. А это дом шпилевой, дом со шпилем. Раньше был внизу магазин «Богатырь». Справа вот мы прошли сейчас только что Лугансервис. Это, наверное, единственный сервис, который ремонтирует бытовую технику по гарантии в Луганске. Справа вот мы проходим мимо детский сад. Ну, а на первом этаже этого дома сейчас находятся тут различные магазины. Тут справа вот секонд-хенд, дальше видео, бытовая техника. Но это мы уже вышли на улицу Советскую, напротив магазин «Пассаж». Как был, так и остался. Видно, там дорогая всякая мебель была. Справа это у нас там парк, площадь Героев Великой Отечественной войны. Ну и там памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко стоит. Справа по диагонали раньше был магазин «Ракета». Сейчас там какой-то магазин бытовой химии. Ну а сейчас мы будем переходить улицу Челюскинцев. Сейчас светофора дождемся своего цвета. Ну а вот здесь получается между двух улиц. По сути, одна улица Челюскинцев, но она как бы разбита на две. Правостороннее и левостороннее движение. Здесь находится вот такой парк Героев Великой Отечественной войны с обелиском памяти. Ну да, видите, вдалеке видно телевышка. А это вот второй тоже шпилевой дом. Внизу на первом этаже так и остался там магазин «Шпиль». В принципе, как в советские времена, они продают практически то же самое. Там и ткани, и посуда. Ну, короче, бытовой магазин. Он, видите, «Шпиль» называется. Да, здесь на первом этаже вот подиум, МТС здесь салон. Можно сим-карты купить и пополнить счет. Вот здесь раньше был магазин 2000. Сейчас, правда, магазин тут вообще закрылся. Одно время здесь Абсолют был, но там или аренду подняли, или что, в результате оно вообще все, короче говоря, закрылось. Все съехало, видите, висит объявление об аренде. Вот газетный ларек. Там газеты можно купить свежие. А мы сейчас вот дальше движемся. Сейчас мы подойдем к остановке автобусной. Ну и тут тоже всякие магазины. Вон там мобильные телефоны продают. Здесь вон обувь, одежду. Недорогой магазин, 4 сезона. Тут вот кафешки на углу, какие-то бары. Вон аптека вдалеке. Ну это фастфуды тут какие-то, да. Это «Два гуся», кафешка. Давно уже здесь находится. Такая, ну, как столовка, кафешка. Можно недорого перекусить. Ну, вот сама остановочка общественного транспорта и подземный переход здесь. Да, на той стороне вон здания раньше был Авальбанк, сейчас даже не знаю, что там находится. А на другой стороне, возле подземного перехода, там шаурма очень вкусная. Здесь вот раньше был магазин «Каравай» хлебный, потом какой-то банк был. Ну, сейчас вообще закрыто, что-то там какой-то офис, вообще непонятно что. Да, вот мы к рынку подходим, здесь вот цветы на входе продают. Здесь тоже всякие вон бистро, кафешки. Вон слева
Глобус магазин вот тут, вот, как и раньше, работает. Тут карты всякие, книжки продаются, как и в старые добрые времена. Да, Челси бар так и работает. Хозяин сменился, но бренд так и остался. Здесь вот еще одна автобусная остановка. Их в свое время разделили, чтобы здесь останавливаются автобусы, которые идут на Оборонную, а на той остановке, которую мы раньше прошли, автобусы, которые идут на восточные кварталы. Да, это вот мы уже подходим сейчас к сити-центру. Здесь вот Watsons магазин. Сейчас попробуем в сити-центр зайти, если он работает. Да, машин много везде запарковано. Выходной день, людей много на улице. Хотя сейчас, честно говоря, в зоне рынка и в будние дни, кроме понедельника, если нормальная погода, практически тоже всегда людей очень много. Так, заходим внутрь. Внизу в подвале магазин Spar шикарный. Да, уже работает. Сам сити-центр закрыт, еще рано. Ладно, пойдем тогда прогуляемся дальше. Напротив он ЛТК. И высокоэтажка. И парк Молодой гвардии. У меня есть отдельное видео по нему. Парковка, видите, вся занята. Негде машину поставить. Машины как и старенькие, так и новенькие. Да, это у нас вот центральный. Раньше здесь был гастроном центральный, небольшой такой, ну, большой такой гастрономчик. Ну, конечно, не такое здание колоссальное, как сейчас. Его, наверное, увеличили раза в 2-3 по сравнению с тем, что было. Но сейчас вот здесь вот вместо обычного гастронома такой большой торговый центр. Вот он уже работает, по нему мы сейчас прогуляемся. Ну, тут, конечно, много всякой всячины продается, и украшений там, и ширпотреба, вон банкомат стоит, терминал оплаты. Тут, по-моему, или 3, или 4 этажа. В подвале здесь тоже супермаркет Абсолют, ну, как в подвальном этаже, так сказать. Вон, видите, сумки всякие продают. Да, жизнь идет, продолжается. Надежда какая-то женская. Короче, как и ничего и не изменилось. Вон телефоны какие-то, там чехлы, часы. Вон Спортмастер надпись, ну не знаю, мне кажется, его там нету. Мне кажется, это старая надпись. Потому что Спортмастера у нас нету. Хотя надо будет, кстати, сходить ради интереса. Да, вон внизу, видите, Абсолют там. Да, вот мы вышли на другую сторону. Сейчас пойдем гулять по рынку. Здесь вот тоже, видите, парковка полностью заставленная. В супермаркете внутри, правда, в сити-центре мы сильно не задержались. Вы уж извините, ребят, не стал я там сильно снимать. Еще охрана начнет там рассказывать, что вы тут делаете. Поэтому мы быстренько его так прошли. Ну, в принципе, видно, что все работает, жизнь продолжается. Да, вот тут начинаются магазинчики на входе в рынок. Там сыры, масло сливочное такое, молочку продают. Ну, сейчас вот парковка закончится и пойдут первые
ряды. Да, вот это вот сити-центр с другой стороны. Да, вот мы заходим в рынок. Здесь вот на углу молоко продают хорошее, творог, сметану, ну и другое всякое привозят из Лутугина. Здесь вот бабульки стоят, груши. Ну, в основном домашнее такое. Груши, там огурцы, помидоры, зелень. Ну, а там дальше тоже ряды, там продают всякое кетчуп, майонез и так далее. Мы сейчас вернемся, пойдем в основную часть рынка. Здесь в этом ряду продают овощи и фрукты. Также несколько здесь есть лавок, где продают колбасу, мясо, там, мороженое, всякую печень там и так далее. Вот здесь вот сыр девчата хороший продают и колбасу. Ну, различные субпродукты тоже, видите, здесь вот фрукты. А здесь вот яйца продают. А здесь вот аллея до Глобуса идет, здесь вещевой рынок. Там джинсы, обувь, ну, различная одежда, кроссовки. Вот видите, тут масло подсолнечное, консервы разные, крупы. Да, сейчас мы будем уже в основную часть рынка заходить. Вы уж извините, иду я быстро, потому что рынок большой. Если вам что-то интересно, ставьте на паузу, потому что, ну, так видео бы, если бы я тщательно снимал и шел бы медленно, получилось бы на несколько часов. А так вот это, в принципе, таким шагом я обычно хожу по рынку. Да, вот видите, зашли мы в рынок. Здесь раньше был фонтан круглый, ну его давно уже убрали. Здесь вот это настроили такие модули. Тут уже такое вперемешку. И вещи продаются, и какая-то бытовая техника. Всякие гардины, что угодно, короче. Вперемешку модули. Вон и бытовая химия. И одежда. Вот хлебный ларек хороший здесь. Данель фирменный. Здесь все время очередь за хлебом стоит. Хлеб свежий, вкусный. Пекут, короче, по советским рецептам. Такой же точно нарезной батон. Да, вот это мы уже зашли в каменный мясной павильон. Полно мяса, свинины, говядины, все, что хочешь, ешь, есть. А на втором этаже в этом рынке уже там копчености различные продаются. Плюс там творог, сметана. Мы туда сегодня не пойдем. Вот. И куры там продаются тоже. Филе, куры. Вот видите, специи разные. Такой вот павильон у нас мясной. Но мы выходим дальше в наш основной рынок. Видите, здесь вот небольшой фонтанчик построили на входе. Мы сейчас пойдем в старые гаражи. Там тоже есть неплохие ряды. Я вам сейчас покажу, где самые дешевые товары на рынке продаются. О, гляньте, какой крутой велик стоит, продает кто-то за 25 тысяч рублей. А сам, наверное, его за полтинник брал как минимум. Да, велики очень сильно сейчас подорожали, и запчасти все. В связи с коронавирусом спрос на эту технику, плюс простой был в Китае, а все запчасти в Китае делаются. Да, видите, а вот тоже еще один велик классный стоит, двухподвес. Здесь спортсмен какой-то торгует, он на нем все время ездит. Причем это что-то один, они обычно, по-моему, с женой вместе ездят. Там два стоит двухподвеса и с усиленной передней вилкой. Ну, здесь видите, все, что твоей душе угодно продаются. В модуле все вперемешку.
И одежда, и бытовая химия. И вон и кроссовки разные. А вот сейчас мы заходим в гаражи. Раньше это все была территория большая. Дальше хлебокомбината, но его уже давно нету. И вот на его территории там частично где-то рынок построили. А здесь вот были раньше гаражи для техники. И здесь вот тоже сделали небольшие такие, в каждом гараже, точечки. Вот прямо вон рыба. Там недорогая свежемороженая рыба, хорошая. И цены хорошие. Здесь вот бытовая химия. И справа и слева там зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, там моющая, порошок и так далее. И цены здесь ниже, чем в рынке по остальному. Тут и корма для животных, есть и консервы, и кофе, и чай. Ну все, короче говоря, здесь есть. И один здесь модуль есть неплохой, где продают печенье, тоже большой выбор. Вот он сейчас вот по правую сторону. Здесь продают хорошее печенье, конфеты и все остальное. И все свежее всегда. Ну, а здесь тоже тут и вещи продают, и суперклей, и скотч, и канцтовары. Короче, здесь все можно купить дешево. А вот мы выходим уже из гаражей, из этих. Здесь вот такое небольшое место для перекуса. Здесь чебуреки, шаурма и так далее. Вкусно вот тут готовят. И пиво на разлив. Ну и столики стоят. Ну а мы сейчас пойдем прогуляемся там, где стройматериалы продают. И потом заглянем в каменный тоже еще один павильон, где продают там различные запчасти. Тоже там и для стройки, и для ремонта, и сантехнику. Ну и электронику всякую, и запчасти, кстати, есть там тоже всякие там микросхемы, транзисторы, сопротивления там и так далее можно купить. Да, вот видите, уже пошел тут пленка, сетки всякие. Инструмент пошел различный, электроинструмент. Всякие ведра пошли, тут швабры, лопаты, лестницы. Ну, здесь, в принципе, найти можно все, что угодно. Но сказать, что здесь дешево, я бы не сказал. Ну, хотя на рынке можно торговаться. В этом плане, конечно, лучше съездить в какой-нибудь стройцентр, строймагазин. Там цены будут подешевле. У нас их тоже несколько в городе есть. Один возле Авангарда, один возле ДК Ленина там внизу. Ну и в бывшем эпицентре тоже там какой-то строительный магазин сейчас. Да, видите, тут тоже всякое идет. Перчатки там всякие, нитки, горшки, пакеты, что хочешь. А вот мы сейчас зайдем именно в каменный павильон. Смотрите, что тут. Тут больше, конечно, всякие запчасти там. И для ремонта там. Переключатели, трубы. Вот там в углу где-то торгуют электронными запчастями. Вот видите, смесители. Тоже всякие там трубы. Ну, короче, все работает, все есть. Не дешево, конечно, но есть свои покупатели. Лампочки, освещение. Провода. Вон надпись болгарки, вон, видите, для фурнитуры мебельной всякие там крючки, петли. Есть вот большой выбор всяких винтов, саморезов, сверел. Вон запчасти есть, даже электронагревательные всякие тены. Ну, короче, все можно найти, все, что нужно практически здесь. Ну что, мы сейчас будем потихоньку на выход идти. Видите, электроинструмент. Угловая хата.
Вот это вот. Здесь тоже рыбный павильон. Ну, что-то он как-то не прижился, что-то туда, мне кажется, не так много людей ходит. Вот он по правую руку от нас остался. Видите, ковры тут всякие. Ну, часть модулей, видите, хоть и в воскресенье закрыто. Ну, здесь уже больше такой вещевой рынок в этой части рынка. Здесь вот так вот вперед аллея идет дальше и выходит. Раньше, где магазин был Нептун, туда в сторону детского мира. Здесь в основном уже такой вещевой рынок. Ну и плюс там какая-то есть электроника, там на выходе есть тоже такой телевизоры, всякие там приставки, плееры всякие там, колоночки, радиоприемники, такое. Мелкая электроника, короче. А здесь вот вещевой рынок, футболки, джинсы. Здесь вот немножко есть семена еще, кое-где вот тут вот рядом такое продают, тут ларьки остались еще старые. Бывают только, это надо смотреть там. Короче, товаров столько, что глаза разбегаются. Ну, цены, конечно, сейчас подросло, все подорожало. Пищевой рынок тут очень большой, тоже ходить не переходить. Здесь это тоже еще. Это тут, короче, лабиринт. Ну, давно здесь ничего не покупал. Раньше мы сюда регулярно ходили, помню. Пойдешь, когда особенно малой был, мама что-нибудь, пойдем тебе что-нибудь купим. И давай с ней ходить. Полдня или целый день, как проходишь здесь, потом ноги отваливаются. Еще и ничего не купишь. Ну да, будем мы выходить уже отсюда. Вот здесь вот в углу, видите, туалеты есть. Всегда чистые, убранные. Так, а сейчас мы вот зайдем. Тут такой вот павильон новый. Здесь вот рыбку продают мороженую тоже. Различную. Ну и плюс в этом еще павильоне много овощей продают. Ну, зимой, конечно, здесь прохладно. Зимой тут людей, конечно, меньше. Видите, тоже специи разные. Вот тут семечки, зерно различное продают. А здесь овощи большой выбор. Хороший здесь овощной такой павильон. Масло подсолнечное, арбузы. Ну, сказать, что он дешевый, тоже такой не особо дешевый этот павильон. Ну, большой здесь выбор овощей. Здесь вот тоже еще продолжение, вон там кур продают. Ножки, крылышки, филешки. Ну, а мы вот вышли уже к Цыганскому яру. Вот мы еще раз зашли в рынок сейчас с центрального хода от Мизера. Сейчас вам покажу, здесь хороший есть ларючек, где велозапчасти продаются по хорошей цене. И выбор неплохой, вот он. Ну, сейчас, правда, меньше запчастей, проблемы с доставкой из Китая. Вот здесь можно и резину купить, и цепи. И все. Ну, все. А мы выходим назад из рынка. Сейчас покажу вам, во что превратился Цыганский яр, который в свое время был превращен в парк, в котором было много фонтанов и так далее. Сейчас это тоже один большой сплошной рынок. Здесь вот на входе, видите, разливное пиво, вода, мороженое. Здесь, конечно, часть модулей закрыта. Здесь меньше людей. Ну, тоже, вот видите, здесь велосипеды продают, запчасти к ним. Тоже вон кое-какие вещи. Ну, здесь, конечно, попустынней. Здесь есть и робу продают всякую там, и
спецовки, рабочая одежда. Вот здесь вот ремонтом велосипедов занимаются тоже за денежку. Можно отремонтировать что-то. Здесь вот тоже еще одна такая. Здесь, короче, уже рынок такой более тематический. Здесь вот тоже продают различные запчасти к великам. Но здесь уже подороже. Вот там на рынке дешевле на выходе. Ну и ремонтом здесь тоже парни занимаются. Так, ну а что, мы вышли оттуда. Сейчас я вам покажу другую часть. Сейчас мы пойдем, вернемся чуть-чуть назад. А вот здесь вот автомобильный рынок. Ну, автомобильный, мото. Вот тут вот, короче, на входе прям и мотоциклы всякие, и мопеды продаются. Здесь уже пошли автозапчасти. Всякие тут масла, диски, свечи там. Да все, что, в принципе, надо, все здесь можно найти. Цены, правда, не знаю. Средние рыночные. Машины нету, поэтому сказать тяжело. Ну, в принципе, худо-бедно здесь можно найти. Вот тут вот сверху все новое. А там дальше, ниже, в глубине, там уже и разборка, и старая, бэушная всякая можно найти там. Мы туда не пойдем, но вот там вот вдалеке, вот там вот еще долго идет, там уже всякие бэушные запчасти. Ну да, здесь различная мототехника. Здесь и бензопилами тоже занимаются. Не, хотя вообще есть на ту порушку с этого. Вот, а сейчас мы вниз в Яр спустимся сам. Там деды торгуют разными запчастями и инструментом таким там. И сверла, и мечики, и плашки можно найти, и резцы разные токарные, и фрезы, что хочешь, короче. Железка, здесь такой рынок большой, длинный. Он мужик сверла точит, наверное, можно и за деньги заточку делать. Ну да, вот видите, вдалеке тут начинается всякая хрень, вон вывеска. Ну, короче, секонд-хенд здесь начинается. Большое количество тут очень вещей. Не знаю, никогда в секонд-хенде не скупался, как-то я брезгую, что ли. Ну, в связи с нашим нынешним экономическим положением, то я думаю, что, конечно, многие люди здесь одеваются. За небольшие деньги можно купить, наверное, найти здесь более-менее качественный, неплохой товар. По крайней мере, чтобы ходить на работу, там, ездить на рыбалку и так далее. То есть такие вещи для того, чтобы можно было их спокойно там носить, пачкать и так далее. Но мы идем дальше. Видите, вдалеке опять виднеется огурец. Это здание. Бывший, я не знаю, какой-то там институт или что там было в советское время. Сейчас оно заброшенное. Его много обстреливали. Во время боевых действий там все стекла выбиты. Так, ну а мы поднялись по лестнице наверх. Здесь тоже, видите, продаются в этой части рынка под огурцом тут различные запчасти. Тоже тут канаты, трубы. Ну, в основном такое для ремонта. Что-то такое. Хозтовары. Видите, всякие цепи. Клей. Всякая роба. Емкости для воды. Всякие пожарные. Газовые вон баллоны. Двигатели, насосы. Шланги вон всякие. О, а вот здесь вот товарищи, тоже хорошее место, где занимаются ремонтом велосипедов и делают электровелосипеды. Тут хороший продавец, он сам занимается сборкой. Кому надо, обращайтесь, под заказ вам переделает или соберет электровелосипед. Вот, и вот у него стоит его транспорт. Прикольный, мощный, он сам сделал. Из разных запчастей, у него вот сзади 3-киловаттный движок стоит. Короче, такой электромотоцикл. Красота, короче.
Так, друзья, ну что, мы идем дальше. Здесь вот тоже, видите, напротив детского мира много велосипедов продают, хорошие парни вот тут. Здесь вот прям под детским миром тоже велосипеды продают. Но что-то вот эти местные товарищи, которые занимаются ремонтом, вот там вот и в Яру, и на въезде, что-то не лестно об вот этих вот. Говорят, ширпотребом торгуют. Ну, не знаю. Велосипеды одинаковые везде, может, само отношение. А вот с левой стороны у нас детский мир. Тоже там куча всяких маленьких лавочек, магазинчиков. Там бытовая техника и так далее. Мы идем дальше. Видите, здесь отсюда все ларьки поубирали. Здесь теперь чистая такая свободная улица. Раньше здесь все было застроено. Сейчас вот освободили. По правой стороне вот тут вот тоже смачная хата находится. Она, правда, там работает частично, но с правой стороны там хороший такой барчик, все время шашлычками у них там пахнет. И там такая у них огороженная хворостом таким, ну, забором из хвороста. Места такие, посидеть можно, шашлыки поесть и пивка выпить. А вот тут, вот видите, у нас рынок, продают животных, короче говоря, домашних. Собак, кошек. Ну, тут, видите, для них продаются всякие ошейники, там игрушки. Так что, если вам нужно завести домашнего питомца, приходите сюда. Здесь бывает даже бесплатно раздают. А мы идем дальше. Это вот дом, где раньше находился магазин «Золотой ключик». Ну, конечно, «Золотого ключика» здесь нету. Одно время здесь был сначала народный магазин, а сейчас вот 7 морей. Очень классный супермаркет. С вкусной очень рыбой, с большой выбором. Там рыбы, мороженое и так далее. Ну, там и плюс еще просто он как гастроном, там много колбасы, сыра и так далее. Там даже шоколадки, мармеладки. Ну, все есть, короче говоря. И консервы есть. И цены здесь хорошие. Вы знаете, даже что-то дешевле, чем на рынке. Ну что, друзья, сегодняшнее наше приключение подходит к концу. Мы вот сделали такой большой круг. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Может, что-то вы в нем увидели, то, что давно не видели. Кто-то уехал, кто-то давно, кто-то недавно из Луганска. Ностальгия у вас какая-нибудь о городе. И любовь к нему проснется. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И жду от вас комментариев. Пока-пока. Всем крепкого здоровья.